Привет, мои хорошие! Сегодня я вам покажу, как я делаю куру фасолье. Мы берем 1 стакан белой фасоли, замачиваем ее на ночь. 1 стакан у меня 200 миллилитров. Замачиваем ее на ночь, она у нас разбухает вот так вот в 2 раза. Берем одну побольше луковицу, режем ее, как обычно, квадратиками. И предварительно вскипятите воду и поставим нашу кастрюльку разогреваться. Мои хорошие, знаете, я никак не могла готовить это куру фасолье. Оно у меня не получалось и не получалось. А секрет ее в том, оказывается, что ее надо всю ночь выдержать в воде. Принципиально обязательно. А потом она очень быстро варится и становится мягкой. Ну, хотя зависит тоже, знаете, от сорта этой фасоли. Наливаем 1 стакан оливкового или подсолнечного масла. Наша сковородка разогрелась. Бросаем туда наш лук. И до румянца его поджариваем. Мои хорошие, масло наливайте опять же на любителя. Мой муж это блюдо немножко любит пожирнее, поэтому у меня получилось 200 миллилитров. Если для вас это жирновато, то добавляйте масло 100 грамм или 150 миллилитров. Мои хорошие, наш лук подошел, подрумянился. Берем томатную пасту. Если у вас нет томатной пасты, то выжатые прокрученные консервы помидоры. Где-то 3 столовые ложки. Если у вас есть томатная паста, то 1 с горкой столовую ложку. Немножечко подмешали ее. У меня раньше мама, когда делала такую поджарку, пока она занималась какими-то делами еще по дому и оставляла это на газе. Вы знаете, мы в детстве сюда макали хлебом и пол зажарки ее съедали. Мои хорошие, сюда добавляем наш вымоченный фасоль. Добавляем 1 чайную ложку соли без горки. И хорошенечко помешали это все. Наливаем сюда кипяток, который мы предварительно поставили до этого. Нам нужно залить фасольку. Не сильно заливаем, так чтобы вот, ну, где-то, наверное, половинка вашего пальчика. Закрываем крышкой, ставим на медленный огонь. И где-то тушим минут 40, мои хорошие. Обычно эту фасоль подают с рисом. Рис я вам покажу, как надо готовить за 5 минут буквально, без каких-либо ингредиентов, кроме масла оливкового. Я вам покажу в следующем видео. Так что, мои хорошие, подписывайтесь, следите за моим кухарчеством. Так, мои хорошие, у нас прошел час. Потому что у меня фасолька, я взяла какой-то новый сорт. Даже не я взяла, а муж. Ну, что-то она у меня как-то долго варилась. Ну, пробуйте, мои хорошие. Она у нас сварилась. И все равно она не так уж мягкая.
Наша фасолька готова. Но у меня прошел час. Так что вы смотрите по своей фасольке. Какой сорт у вас? Мои хорошие. Оно подается с рисом. Кладете рис и сверху вот это наливаете. По желанию можете добавить сюда болгарский перец вместе с луком. Но так как мой муж не любит, поэтому я его не добавила. Мои хорошие, приятного аппетита!